Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих каналов, влоги и немножко музыки. Можете перейти по QR-коду или по ссылке в описании, посмотреть, понравится, подпишитесь. Нет, так нет. На суда и... Как? На нет и суда нет, вот так говорят. Вот, ребятки. Ну что, сначала хотелось бы вот с вами обсудить комментарии. Я их выставлять не буду. Пишут мне, частенько пишут, кстати. И пишут тетки, да? Иди работай, иди работай. А что вы так переживаете за меня? Боитесь, что я мало налогов заплачу, чтобы вам жить было легче? Или что? Так вот, послушайте, тетки эти вот, да, именно тетки это. Я в Германии больше 30 лет у меня непрерывного стажа. Я до сих пор работаю. А то, что я занимаюсь ютубом, у меня их 5 каналов. 5. Сейчас на данный момент 5. И они все монетизируются. Это все хобби. Ну, у меня другие хобби еще есть. Это так, чтобы вам легче спалось. Вот именно этим завистливым теткам, я скажу вам. Так что обо мне не надо беспокоиться, да. Я работаю. Я на пенсию себе заработал уже. Отношение хреноватенькое, да? А к кому, как вы думаете, в Европе? Я ролик такой нашел, жалуются, все жалуются, почему приехали на украинских номерах и все плохо. Давайте посмотрим его сначала, что нам расскажет тут человечек один. В эти выходные приключилась неприятная история. Расскажи, какая? Нам интересно. Приехали ко мне друзья, и места на парковке не оказалось возле дома. Они припарковали машину на соседней улице, на параллельной. Припарковали, оставили все по правилам, все как положено. А, к слову сказать, машина была не на немецкой регистрации, на украинской. Утром следующего дня мы приходим на парковку, чтобы проводить друзей домой, а машины на месте нету. Первые мысли угнали. Начали звонить в полицию. В полиции сказали, позвоните в эвакуацию, в службу эвакуации. Если они не эвакуировали ее, значит будем писать заявление и вести расследование. Мы позвонили в службу эвакуации. Ух ты, они сказали. Они сказали, да, по такому-то адресу. Ночью забрали машину, потому что она сработала сигнализация, аларм. Вот вся и фишечка. На общественной парковке сработал алярм. Алярм-анлага сработала. И она сработала ночью. То есть с 22 до 7 утра, или до 6 сейчас, до 7, до 6 вроде, шуметь нельзя. А тут она бибим, ну, слушаем. А сигнализация, к слову, сама по себе не может сработать. В итоге, как выяснилось, какие-то недобросовестные жители Германии, увидев украинскую регистрацию, ударили по машине, фару замяли вовнутрь. Ну вот тут я его перебью немножко. Да, в принципе, я с теми, кто ударил, я совсем не согласен, да. Что бы ни происходило, вообще, машина здесь ни при чем. Ну, если у вас что-то к этому человеку, идите к нему и разберитесь с ним персонально. Причем тут машина, да, там велосипед, мопед бывают, пинают, мотоцикл, да. И номера, мне кажется, тоже тут роли не играют. Это мое, вот опять личное мнение, да, то, что так с людьми разбираться, ну, это по-скотски называется, да. И разницы тут нету, какой-то национальности, какой-то страны приехал, да. Машину трогать, ну, это значит, ты сам по себе самое низкое, что ты не наесть, да. Ты не можешь в лицо ничего сказать, а пока никого нету, вот я сейчас напакостю, нагадю, да, как гадя, и убегу. Ну, это, конечно, это говнище полное. Это мое мнение, да, то, что те, кто это сделал, это уроды сделали. Так как есть у тебя неприязнь к этому человеку, иди разбирайся. Машина ни при чем. Это мое мнение. Слушаем дальше. Крепление сломано. В итоге выставили счет на 320 евро за эвакуацию и плюс ремонт автомобиля.
Хотя, по сути, мои друзья не были ни в чем виноваты. Виноваты они уже были в том, что машина была abgeschleppt, то есть ее забрали. Обычно платит тот, кто вызывает эвакуатор. Заблокировала какая-либо машина выезд вам, или же заехала на вашу приватную стоянку, а вы подъезжаете и заблокировано. Да? Вы вызываете эвакуатор за свой счет. С вас списывают деньги, и вы потом через адвоката или как хотите уже свои деньги выбиваете с того, кого машину увезли. В принципе, так это работает в Германии. Но есть такой опять лайфхак. Люди вызывают просто полицию, а полиция вызывает эвакуатор. И тогда все наоборот получается. Эвакуатор забирает, под роспись то, что полицай им сказал, забирайте. И все. И машинка стоит за каждый день. Там штраф по-любому, да, за ней штраф, а то, что машину забирают, надо оплатить. Там от 250 до 400 евро, смотря куда будут везти, какая машина. И плюс за каждый день простое на их стоянке стоит тоже недешево. И когда ты находишь свою машину, и она стоит на штрафстоянке, ну как бы, да, штрафстоянка получается, ты оплачиваешь эти услуги сам. Так что я думаю, это хитрые и умные люди были, те, которые смогли вызвать эвакуатор через полицию. Вот так вот, друзья. Будьте внимательны, осторожны, если у вас не на немецкой регистрации автомобиль. Относитесь к этому, как бы сказать, бдительней. Всем добра. Относитесь бдительней и всем добра. Я вам тоже желаю всем добра. Но дело в том, что это не единственный случай, который происходит, да, не только в Германии, по всей Европе так. Почему к машинам с украинскими номерами так относятся, я не знаю. Ну вот я вам сейчас вставлю картиночку, посмотрите, да. Во Вреславе призывают красть украинские номера с машин, чтобы вынудить владельцев вернуться на Украину. Я не призываю ни к чему. Это я прочитал, именно то, что тут стоит на этой фотографии. Да? Это я нашел пост в соцсетях. Ну вот так вот люди относятся к украинцам в Европе. Что вы считаете? Ваше мнение мне очень интересно. Вместе почитаем, разберем. Как вы относитесь? Как я отношусь? Я промолчу. Да, я промолчу. Вы напишите мне, а там мы уже разберемся. Переходите также в телеграм-канал. Там поговорим об этом. Там ведутся дискуссии, часто ведутся дискуссии. Да. Также не забываем подписаться на этот каналчик. Лайк, комментарий. Знаю, лень писать комментарии. Я сам смотрю, бывают ролики, и лень писать. Ну, можно пальчик вниз, пальчик вверх поставить, да, рожицу какой-нибудь, смайлик поставить. Сердечко кверх ногами тоже пойдет. Для Ютуба это алгоритмов хватает этого. Вот, ребятки. Всем добра, удачи.